Всем привет! Сегодня у нас интересное видео. Компания Intel выпустила новый BIOS. Итак, как вы все прекрасно знаете, я записывал совсем недавно видео по поводу обновления BIOS и по поводу деградации процессоров 13 и 14 поколения. Так вот, компания Intel выпустила снова новый микрокод. Это у нас микрокод под номером 0x12b. И, я нашел новость о том, что Intel нашла очередную проблему в микрокоде BIOS и сразу же выпустила новое обновление, которое мы сегодня с вами установим, естественно. Данную статью, которую вы видите у себя на экране, я зачитывать не буду, я ее оставлю в описании к этому видео. Сами зайдете, почитайте и сделайте выводы. Теперь давайте перейдем к самому обновлению BIOS. Посмотрим, какая версия у нас доступна. Итак, я захожу на сайт dell.de. Это сайт в Германии. Support и ищем Downloads. Так. Как вы можете видеть, у меня компьютер Dell Inspiron 3030 Small Desktop. Я нажимаю на него сюда. И у нас замечательная страница техподдержки для загрузки всех необходимых драйверов. Итак, смотрите, обращаем внимание на вот эту вот выноску. Давайте мы сейчас ее откроем. Так, давайте мы с вами переведем на русский язык, чтобы быть в курсе событий, и прочитаем, что здесь написано. Сегодня сайт немножко у нас глючит, тяжело загружается. Надеюсь, сейчас он прогрузится. Так, пока у нас сайт грузится, давайте я вкратце объясню. Компания Dell опубликовала эту новость 4 сентября 2024 года. Версия новости 4. Здесь у нас описываются модели процессоров, какие подвержены деградации. Вот видите, 13 поколение и 14 поколение. У меня процессор Intel i5. Давайте сейчас прям сразу покажу. Откроем. 14400. Вот он. То есть 14 поколения, самый новый. Где он у нас? 14400. Здесь его в списке нет, но вот показывается Betroffening процессор. Это значит, которые подвержены деградации и проблемам. Вот компьютер Dell Inspiron 3030 Desktop Client формат, то есть маленький формат, как у меня. Давайте закрываем эту страницу. И теперь переходим к самой загрузке нашей прошивки BIOS. Я делаю это обычно так. Я нажимаю Treiber Suchen сюда. Перед нами появляется список файлов. И я выбираю Windows 11. Здесь мы ставим дату самую новую. И как мы можем видеть, сегодня у нас 26 сентября 2024 года. То есть самая новая прошивка. И здесь пишется критическая. То есть это обновление обязательно нужно установить на ваш компьютер для того, чтобы избежать дальнейших проблем в будущем. Нажимаем сюда. Смотрим, что у нас изменилось. Версия у нас 1.9.0. И здесь пишется на немецком языке. Исправляет стабильность процессора 13 и 14 поколения. То, что нам и нужно. Скачиваем нашу прошивку 1.9. И сейчас самый интересный момент обновления. Покажу, как он обновляется. Очень легко и просто. Итак, наш файл прошивки BIOS скачался. Мы его открываем от администратора. Нажимаем «Запустить». Итак, мы находимся в основной утилите по обновлению прошивки BIOS нашего компьютера. Это очень удобная утилита, она просто замечательно сделана. Смотрите, вот мой компьютер Inspiron 3030S, и версия BIOS сейчас на данный момент составляет 1.8.0. Вот, можно здесь еще также увидеть вот Current Version 1.8.0. Новая версия у нас, которая содержит исправление, 1.9.0. Также здесь можно видеть различные прошивки компонентов. Они у нас полностью обновлены, не нуждаются в обновлении. И они содержат все одинаковые версии, вот видите. То есть нас интересует сейчас прошивка BIOS. Перед тем, как мы нажмем на кнопку Update, обязательно убедитесь в том, что ваш компьютер подключен к стабильному источнику питания.
И убедитесь в том, чтобы ни в коем случае электроэнергия каким-то образом не исчезла, потому что обновление BIOS это очень серьезный процесс, ответственный. Если вы выключите компьютер из розетки во время обновления, то произойдет повреждение прошивки BIOS, и его нужно будет восстанавливать либо в сервисном центре, либо отсылать обратно в компанию Dell, чтобы его там перепрошивали. То есть это дополнительные проблемы. Так что обязательно убедитесь, что у вас все в порядке, и ни в коем случае не трогайте компьютер. Не нажимайте никакие клавиши, не трогайте мышку, просто наблюдайте, как прошивается BIOS. Ничего больше от вас не требуется. Итак, мы убедились, что у нас электроэнергия в порядке, никаких перебоев не будет. Нажимаем кнопку Update. И смотрим, что происходит. У нас появились шестеренки. Здесь Loading Firmware Data. Утилита загружает специальную прошивку BIOS в память. И сейчас нам необходимо будет перегрузить компьютер, для того, чтобы у нас процесс обновления подошел к концу, и мы позже перепроверим, установилось ли корректно наше обновление. Ребята, ничего не трогаем, просто наблюдаем за процессом. Вот руки, держите при себе, полностью контролируем себя, чтобы ни в коем случае ни на что не нажать. Итак, прошивка у нас распаковалась, и теперь здесь пишется в утилите, что нам необходимо перезагрузить компьютер. Перезагружаем компьютер. В данный момент наш компьютер перезагрузился, и теперь мы можем наблюдать за процессом обновления. Updating System BIOS. Flash Progress. Обратите внимание на вот эту запись. Do not power down your system, что в переводе с английского означает ни в коем случае не отключайте от источника питания ваш компьютер. Иначе BIOS повредится, и компьютер нужно будет восстанавливать в сервисном центре, что, естественно, нежелательно. Ждем окончания процесса прошивки нового BIOS. Обновление BIOS у нас прошло успешно, компьютер перезагрузился, и теперь мы заходим, как обычно, попадаем на рабочий стол. После обновления я всегда обычно проверяю программой CPU-Z. Это бесплатная утилита, и ссылку на официальный сайт программы я оставлю в описании. Запускаем от администратора и смотрим, что нам покажет данная утилита. Итак, наш процессор Intel Core i5-14400. Заходим во вкладку Mainboard и смотрим раздел BIOS. Бренд Dell EMC, версия 1.9.0. Дата 9.06.2024 год. Версия 1.9.0 успешно установилась в наш компьютер, и тем самым мы предотвратили проблемы, которые могут возникнуть в будущем, установив это замечательное обновление. Все просто и понятно. Также, если вы не хотите скачивать утилиту CPU-Z, есть простой способ проверить, какая версия прошивки установлена в данный момент. Для этого мы нажимаем клавишу Windows на клавиатуре и R одновременно. Вводим команду dx-diag и нажимаем Enter. Ждем. Как мы можем видеть, у нас появляется специальное окно, и здесь отчетливо показана версия прошивки BIOS, которая установлена в данный момент. Это самая новая с исправлением от Intel 1.9.0. Все, ребята, буду заканчивать. Если вам понравилось видео, то ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.